Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня я хочу поделиться с вами, как делала заснеженную елочку из еловой ленты, а также фантазийных розовых снегирей из ваты. Для елочки понадобится удлиненный подсвечник, термопистолет, натуральная ветка для ствола, проволока, снежная паста, а также еловая лента или ветки. Еловую ленту нарезаем на кусочки. Самые большие веточки у меня будут длиной 16-17 сантиметров. Для каждого следующего ряда понадобятся веточки по размеру немного меньше, чем для предыдущего. Концы всех веточек подстригаем конусообразно. Также можно немного срезать длину иголок, но мне нравится, чтобы веточки были именно пушистыми. Иголки, которые вы будете срезать, не выбрасывайте, они пригодятся вам в дальнейшей работе. Для ствола я использую обычную высохшую ветку, но также можно применить проволоку. Веточки начинаем приклеивать приблизительно на высоте 5 сантиметров от подсвечника. Приклеивать буду термопистолетом и дополнительно закреплять кусочком проволоки. Для каждого ряда я применила по 4 веточки. Чтобы было легче работать, в подсвечник ствол вклеивать сразу я не стала. Сделаю это после того, как приклею все веточки. Для того, чтобы не запутаться, все веточки я сразу распределила по размеру по 4 штучки. Чтобы замаскировать места склеивания, есть два варианта. Первый — это сверху нанести термоклей, подождать, пока он застынет, а затем окрасить его коричневой краской в тон ствола. Второй вариант — это сверху нанести термоклей и сразу на него, пока еще он не застыл, приклеить ранее срезанные иголки. Второй вариант, на мой взгляд, более удачный, тем более его лучше применить при работе с верхушкой. Каждый следующий ряд веточек приклеиваем в шахматном порядке. Веточку для верхушки обрезаем покороче по всей длине. А затем доклеиваю еще два ряда веток. Показывать не буду, так как здесь все то же самое.
Для елочки я буду использовать вот такой удлиненный подсвечник. Не обязательно использовать именно такой подсвечник, можно применить любой другой. Чтобы закрепить ствол елки внутрь подсвечника, я вклеила небольшие отрезки ветки. В самом низу я решила подклеить еще одну веточку. В итоге у меня получилось 8 рядов веточек в шахматном порядке. Первый ряд имеет 5 веточек, все остальные по 4. Для снежной пасты в произвольных пропорциях смешиваем акриловую краску, акриловый лак, белую гипсовую шпатлевку и манную крупу. Ссылку на более подробный мастер-класс по снежной пасте вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. В итоге у меня получилась вот такая елочка. Ветки получились очень упругие, эффект мне нравится, работа я довольна. Приступаем к изготовлению птичек. Я их хотела сделать наподобие снегирей, но не классически с ярким оперением, а в таком приятном розово-сером цвете. Для работы понадобится вата в лентах, смесь клея ПВА с водой 1 к 1, белые швейные нитки, фольга, акриловые краски и лак, кисточки и проволока. Мои птички совсем крошечные, но по желанию вы можете сделать их любого другого размера. Для основы из газетной бумаги сминаем шар. Также основу можно сделать полностью из фольги. Далее уже из фольги формируем основу птички. Делаем голову, хвостик, грудку и тельце. Получается вот такая основа. Далее отрываем тонкую полоску ваты, аккуратно укутываем основу птички, а сверху обматываем катушечными нитками. Далее применяем клей ПВА, разбавленный наполовину водой. Отрываем тонкие полосочки ваты, прикладываем к птичке и примазываем сверху клеем. Приглаживайте по направлению волокон ваты. У меня на канале есть более подробные мастер-классы по работе с ватой. Ссылочку на них вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Мокрую ватную игрушку очень удобно держать пакетом. Таким образом вата сохранит форму и не будет тянуться за пальцами. Спереди из ваты сразу формирую маленький клювик. Кстати, клювик можно сделать и попозже при помощи термоклея. Из тонкого картона вырезаем основу для крылышек. Оклеиваем их ватой. Прикладываем к основе и сверху примазываем кусочком ваты.
Теперь нашу птичку отправляем сохнуть. Таких же птичек можно делать из самоотвердевающей массы. Ссылочку на этот мастер-класс вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. Теперь делаем пин. Для этого подойдет тонкая кисточка или деревянная шпажка, вокруг которой закручиваем проволоку. И в завершение покрываем птичку акриловым лаком с добавлением глиттера. Каждую птичку я закрепила на проволоке и теперь буду вешать на елочку. Вот такая замечательная елочка получилась с фантазийными розовыми снегирями. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Дорогие мои подписчики, благодарю каждого из вас за то, что вы были со мной на протяжении этого всего года. Благодарю каждого из вас за то, что вы у меня есть. Благодарю за ваши комментарии, за чудесные, добрые, теплые слова и пожелания. Пусть светлый новогодний праздник войдет в вашу жизнь, принеся с собой мир, достаток, семейное тепло, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки. Пусть Новый год открывает двери для новых начинаний, возможностей и свершений. Пусть каждый день вашей жизни наполняется искренней радостью, счастьем и любовью, которые сами по себе являются бесценным даром. С Новым годом всех вас и до новых встреч в Новом году!